А вот таких вот домов я еще не находил. Что же они здесь делают? И что же это было за помещение? Да, в детективов с вами играем. Непонятно, что здесь было. Да, давненько отсюда уже выехали. Ох ты! Нога. Сколько же их тут фотографий. Все разбросали. Как мне сказали, в соседней деревне, в Абрамово, Куршаки была гораздо больше и гораздо богаче деревня. И вот сразу на входе в деревню 2 кирпичных дома сразу стоят. Ну что, друзья, всем привет! Вы на канале Железный Клад. Меня зовут Владимир, и мы путешествуем с вами по заброшенным деревням Кировской области. Деревня, кстати, не так давно была образована. Если не ошибаюсь, то где-то в середине 19 века, 1862. Но на то время здесь уже значилось 10 домов. Есть вероятность, что деревня старше, но не намного. 10 домов, не такой большой период для постройки. Дома, конечно, красивые, вот эти кирпичные, хорошо сделанные были. Видно, что делали их мастера. Что этот дом, что вот соседний. Да, богатая деревня была. Там вот тоже домик очень интересный, со светелкой сверху. Я уверен, что там чердак, наверное, найдется. Сможем туда попасть. Заглянуть в такой домик. Вряд ли, конечно, что в нем что-то осталось. Но все равно интересно. Да, давненько отсюда уже выехали. Ох ты! Нога. Видимо, инвалид жил. Как будто женская. Да, еще это запчасть для протеза. О, фотографии. Сколько же их тут фотографий. Все разбросали. Ужас. Ой, на них уже практически ничего не видно. Ну, тут видно, что отец с сыновьями сделал часть фотографий. Буну пленку не могу разобрать. Еще фотография. Муж с женой с маленьким ребенком. Фотохудожественный комбинат Новокузнецк. Это, наверное, фотографии хозяев совсем старых. О, без надписей, к сожалению. Тут вот 2 мужичка. Видно, что работники. Много-много фотографий осталось. Хозяева не забрали. А может быть, и забирать было некому. Детская фотография. О, еще одна. Это муж с женой. Как раз на предыдущей фотографии мы их видели. Да, выцвели уже, к сожалению, все фотографии. Не так хорошо на них видно. Сын с отцом. Возможно, в этом доме. Где-то у печки сидит. Гантелька тут вон даже рядом.
О, тут совсем старая фотография. Женщины все в платках. Видимо, весна или осень. 19 апреля 1975 года на субботнике. Офигеть. Это ведь, наверное, в этой деревне все эти фотографии были сделаны. Тут на похоронах. Это уже свернулось. Да, целая семья. Сундуки еще остались. Ой, еще фотографий в сундуке. Очень много. Так и не забрали их. Ух ты. Какое-то приспособление. Ручка была сделана. А вот и сам дом. Да, много места. Я бы сказал, здесь, наверное, вот метров 5. Здесь 6. 30. И тут вот, наверное, 20. Нет, не будет, наверное, 20. 15. Ну, метров 45. Такая вот довольно большая комната и кухня. Катки тоже старые. В самом доме, конечно же, выехали отсюда очень давно. Видно, что доставали посуду. ЗИК. Дулево. Да, вся посуда советская. Тут клеймо какое-то интересное. Песочное. И это тоже, да? Да, песочное. ПЗ. Что там, подполье? О, лесенка вроде крепкая. Ну, в подполье пусто. Обычно, знаете, бывают какие-то баночки, скляночки, ну а здесь просто деревяшки какие-то. Часть обуви сбросана. Тоже интересно. Эта баня была. Ну тоже, посмотрите, это получается вот эта улица и очень большое крупное окно в бане, которое выходит на улицу. Можете, да, себе представить? То бишь люди здесь вот моются, окошко, ладно, если там занавески были, а если не было. Странный дом. Ничего не могу сказать. Вот наличники похожи на те, что мы видели с вами в прошлом видео в соседней деревне. Тоже какие-то вот птички подрезаны, какие-то цветочки. Ну, очень похоже. А вот светелка, посмотрите, она без окошка сделана. Обычно все-таки делают там окно, а здесь нету. Дом сам по себе небольшой, на 3 окошечка. С верандой. Здесь вот был, наверное, хоздвор. Его разобрали со временем, потому что он, скорее всего, стал разрушаться. Да. Так, аккуратненько. Что-то разбирали печку.
скорее всего. Или она так провалилась. Зеркало осталось не перевернутое. Значит, никто здесь не умер. Даже с резьбой. Красиво тоже сделано, аккуратно. Зеркал, конечно, много попадается. Любили вот, именно вырезать что-то на них. О, голландка. Основная печка, получается, в доме была. Тоже в доме пусто практически. Новая история, 9 класс. Какие-то комплект поставки на часы электронно-механические, кварцевые, настенные, настольные. Осторожно, фото. Кировская область, Кикнурский район. Абрамова, деревня Куршики, Селезневой Татьяне Ивановне. Тут вот, значит, жила у нас Татьяна Ивановна. Красный угол был. И остались какие-то такие вот... Как это назвать? Фотографии святых. Так. Удастся ли нам попасть в клеть? Хотелось попасть на чердак, но что-то я уже не очень уверен в этом, что мы сможем туда добраться. О, тут все разобрали, к сожалению. Да. И на чердак не попасть. Печально. Посмотрите, металлисты не добрались до сюда. Тут вот целый ларь железом оббитый. Видимо, не захотели забирать или что. Обычно все выносят под ноль. Действительно богатая была деревня. Это вот уже 3-й дом кирпичный. Он разрушился, а вот это 4-й. И там еще есть. Это уже 5 кирпичных домов. Но вот этот уже попроще сделан. Никаких особых украшательств не делали. Так, небольшие выборки из кирпича и все. На попроще домик. Попасть ли в него? Тут уже, наверное, все попереломали. Ой, нет, даже полы еще остались. Так, клещей не нахватал? Вроде нет. Забыл одежду обработать. Какие-то газетенки. На берегу замерзшего моря. Ух ты. Да, вот
И с виду небольшой домик, и внутри совсем небольшой. Долбленка. Как раз для сечки такие вот использовали. Ну, это капусту там или морковку долбить. Фу, давно не находил. Скалка. Любимый женский предмет. Это для нерадивых мужей, которые ведут себя не совсем хорошо. О, в самом доме, да, полы все сняли. Какой-то столик интересный. А в основном, конечно, пусто. Может быть, в клети что-то осталось. Тоже весь дом, посмотрите, разрисован крестами. Да, тут что-то еще осталось. Вроде полы держит. Вот посмотрите, тоже клеть совсем небольшая. Прялочка ручная. Наверное, уже даже не стоит их показывать. Уже столько я их показал, что разных, самых-самых разных. А это, наверное, гладильная доска была. Самодельная, да? Очень похоже. Похоже ведь, да? Куча литературы, газетки. Все советские. Цена 2 копейки. Четверг, 19 декабря 1963 года. Химия, кузница народных богатств. '63 год. Это у нас еще Хрущев правил или уже нет? Что-то я подзабыл. А это у нас 1 октября 1965 года. Пятница. Тоже советская Россия. Хозяин тут. Тоже советская Россия. Четверг, 24 октября 1963 года. Наша коммунистическая гордость. Чем кормить, лучше забить. Это что это такое за статья? В колонне десятки автомобилей. Что это? Смотр техники. Хлеб идет потоком на свалку. Видимо, что-то случилось в одном из колхозов. Какой-то инцидент. Дом уже весь разобран. Тоже посмотрите, скворечник еще остался для птичек. Очень интересные наличники. Вот, я говорил, что мы с вами в Кикнурском районе Кировской области, на этой территории, вместе с русскими деревнями, марийские, очень хорошо отличаются именно марийские деревни своими наличниками. Посмотрите, на них на все сделано вот эти вот по 3 палочки, и сверху, если можете видеть, тоже вот эти вот 3 палочки такие разведенные. Я не знаю, что это за символика, но она практически во всех вот марийских деревнях встречается. Очень легко таким способом отличить именно русские дома от марийских. У них вот такого вот образца наличники сделаны.
Пытался найти информацию, что это значит, почему именно так делают. Возможно, что-то с верованиями связано. Может быть, Отец, Сын, Святой Дух вот сверху сделаны как обозначение. Вот это домина, так домина был. Нифига себе, это 4-8 окон. Развалился уже весь, к сожалению. Но выглядит, конечно, обалденно. И вот напротив еще один тоже кирпичный дом. Сколько же здесь? Где-то, видимо, завод был кирпичный. Раз столько домов кирпичных поставлено. А вот таких вот домов я еще не находил. Это двухэтажный он получается. Кстати, вот интересно, что в основном на первом этаже, вот в таких домах, была какая-то мастерская. Какой-то странный звук был. Как будто кто-то так вот сделал. Ладно, вот о чем говорил-то. Была какая-то мастерская, вот скорее всего. Возможно, делали какие-то гончарные изделия. Очень часто пекли хлеб на продажу в таких вот, ну, небольших помещениях. Возможно, какая-то слесарочка была там или столярочка. Вырезали какие-то изделия из древесины. Поэтому обязательно нужно заглянуть и посмотреть, что же это за дом. Так, вот это у нас как раз нижнее помещение. Посмотрите, тут совсем невысоко. Небольшая дверь и вход. Печка уже разрушилась. Но там вот вижу кое-что интересное. Хочется достать. Очень часто рубили бывают с резьбой. Один и второй. Ой-ой-ой-ой. Нет, оба без резьбы. Самые обычные. И этот еще меньше. Целых две штуки. Что же они здесь делают? И что же это было за помещение? Но я бы не сказал, что оно жилое. Действительно, здесь, наверное, какая-то мастерская была. А это Валек. Шерсть катать. Прибит. Так. Какая-то интересная посудина. Чашка, она пластиковая. Цена 65 копеек. Артикуль 2844. Так. Что же нам может рассказать о том, что здесь было? Ух, какая прялка. Еще и лаком покрыта. Здесь так прохладно. Стулья стоят. Возможно, кстати, была и комната какая-то. Но изначально все равно, вероятнее всего, здесь была какая-то мастерская. Предназначалось помещение под мастерскую. К сожалению, не могу понять, что именно здесь было. Что же здесь делали. Не по стенам. Потолок вроде чистый. В плесени, правда, уже весь не закопченный, ничего.
Там тоже еще помещение. Как будто какое-то складское. Так. И здесь тоже какой-то склад был. Сейчас уже не разобраться. Но вход, посмотрите, отдельный. То бишь выхода на второй этаж отсюда не было. Выход, скорее вход в основное здание, наверное, был здесь вот. Да. Здесь же и подклет. Тоже уже все балки проломились. Так, значит, по самой клете лучше не ходить. Это, посмотрите, еще одна прялка и еще одна прялка. Уже 4 мы с вами нашли. Крупорушка. Зерно молоть. И море колодок. Ну, это под валенки. Может быть, там валенки валяли? Но тогда там должен быть большой бак под воду. А я его не видел. Но, может быть, печка разрушилась. И уже непонятно, был там когда-нибудь такой бак или нет. О, само помещение, конечно, все уже. Ой, ну, вроде держится. Тихонько можно зайти. Но в клеть мы не пойдем. Мы видели, что здесь вот балка проломилась. Ну и в принципе здесь особо ничего и нету. Так, какой-то бытовой мусор. Бутылки, деревяшки. Так. А здесь у нас сам дом. Ну вот получается печка. Тоже человек-инвалид жил. Протез. Это уже 3 в этой деревне. Государственный фармацевтический институт. (1980 год). Комплект преподавателей. Ну и ученики. Может быть, кто-то себя узнает. Да. Ух ты! Какое зеркало! Посмотрите, какая резьба была сделана. Интересная. А это как будто сова. На эти глаза и нос. Газетенки еще остались. Вырезки из журнала по домоводству. Свадебная фотография хозяев. Ну-ка, а надпись есть? Нет. К сожалению, не осталось фамилии. Что ты? Под ногами одни банки, склянки. О, вторая печка, оказывается, была. Ага, и тоже трубой связана с основной. Так, а здесь небольшая кухонька. Совсем небольшая. Одна хозяйка готовила, наверное, на пару человек в семье. Вот где был спуск в нижнее помещение. Я вот этот таз помню, который там лежит. Я его видел, да, как раз оттуда. Как интересно сделано. Двухэтажный дом.
Можно же было просто его чуть-чуть пошире сделать, чтобы не делать. А в принципе, вот смотрите, тоже интересно. Там получается печка на первом этаже. Допустим, жил какой-то, ну, там, человек, так скажем. Он там топил печку, и здесь всегда был теплый пол. Интересно. Так, ладно, буду как-то выбираться. Памятный знак установлен в честь 160-летия основания деревни Куршаки. Ну вот я говорил, что по той документации, которую я находил, деревня была основана в 1862 году. Там было 10 домов, а реальная дата образования 1850. Вот я говорю, значит, где-то незадолго до того, как в официальных документах была указана дата образования, 10 домов не так долго поставить. Примерно как раз с десяток лет. В 2010 году деревня умерла. 15 лет тому назад. Какие-то все дома интересные. Вот не похоже, что это вообще дом. Это, скорее всего, знаете, какое-то сельпо было. Магазин, что ли? Так, ключей вроде нет. Ну, сруб, посмотрите, не старый. Хотя вот нижний венец уже подгнил. Так прилично, я бы сказал. О, еще одна голландка. Дверцу доставали, разорвали всю печку. А верхнюю так и не стали, видимо. Не захотели мучиться. Так. Что это? Это не прилавок случайно? Какие-то шкафы. Ну да, здесь, скорее всего, магазин был, наверное. Так. А, это кусок стены оторванный. К сожалению, уже не понять, что здесь было. Ладно. Так. Герои, так. Инвалиды Великой Отечественной войны, герои Советского Союза, герои социалистического труда, полные кавалеры отдела славы, женщины, награжденные медалью «Мать-героиня», обслуживаются вне очереди. Так, где такое могло быть объявление? Обслуживаются вне очереди. Это или медпункт, или магазин. Так. Выходной. Перерыв. Что здесь может быть написано? Живают. Здесь вот союз какой-то. Да. В детективов с вами играем. Непонятно, что здесь было. Ну, скорее всего, или медпункт, или магазин, да? Так получается. Все дома вот кирпичные, очень похожи друг на друга. И если можете видеть, то второй этаж тоже очень сильно приподнят над первым. Здесь тоже, скорее всего, было какое-то рабочее помещение.
Так. А, нет. Здесь был конкретно подвал. Вот в отличие от предыдущего дома кирпичного. Здесь был просто подвал. Ну какой же он высоченный. Под 2 метра. Опоры под печку. А вот мы и в самом доме. Лестница сломана. Аккуратнее. Ух ты. Печка-то совсем не старая. Какая большая была сделана. Сколько же тепла она могла накопить в себе. Прилично. Икона. Ух ты, посмотрите, какая икона была сделана. То есть кто-то сам рисовал. Ошалеть. Кровать еще осталась хозяйская, деревянная. И трюмо. Одна часть зеркала как раз на улице стоит. Еще икона. Тут был красный угол. О, какой столик красивый, угловой. Как это получается, что иконы прямо здесь стояли, не под потолком. Молитвенник тоже весь уже развалился. Много раз его уже ремонтировали. Подрезали странички порченные. Что вот, не знаю я, что с ними делать. Вот с одной стороны, надо бы забирать такие вещи. Хотя бы, я не знаю, куда-то в церковь попробовать увезти. Это лыжи были охотничьи. Такое крепление алюминиевое. Голь на выдумку хитра, говорят. Так, а тут у нас мост. На чердак можно попасть. Вряд ли, конечно, что там есть. А здесь у нас клеить. Ну, тоже полнейший разгром. Фиг, что найдешь в таком разгроме. Единственная мебель. Старинная, деревянная. Вот тоже она покрыта этим дегтем. С маслом его наводили. Вот такой вот цвет получался. Если дегтя много, масла немного, делали пропитку. И такой вот черный цвет получался. Какая-то скворечник, что ли. А, это, наверное, хлебница. Да? Да, хлебница. О, авоська. Хорошая штука. Авоська. Раньше же пакетов не было. Сейчас-то все в пакетах носим. А раньше нет. Вот авоську в карман и вперед в магазин за хлебом. Ножки от табуретки отпиленные. Ну, здесь хозяйский ящик был, я бы так сказал. Все по электрике. Вилки, розетки.
Много-много всяких. Ничего не выбрасывали, все оставляли. Сундуки, книги. Ух! Ничего себе! Ух! Ха. Какая радиола! Даже без надписей. Чья она такая? Сзади, наверное, было написано. Сейчас уже не узнать. Но это, наверное, 60-е, 50-е, может быть, даже годы. Если не раньше. Буфет. И много граненых стаканов осталось. Ну, их иногда вот чуть не сотнями можно найти. Очень много попадается. О, открытки. По открыткам мы сможем понять, кто здесь жил. Дорогая наша бабушка Марфа, поздравляем вас с наступающим Новым годом. Желаем здоровья, счастья. Приезжайте к нам в гости. Так. Устюговой Марфе. Устюгова Марфа здесь жила, значит. Еще одно новогоднее поздравление. Дорогая тетя Марфа, поздравляем вас с новым 1989 годом. Желаем вам крепкого здоровья. Так, дальше уже не разобрать. Все открытки. Здравствуй, Марфа Степановна, и все ваши дети. Поздравляю вас с Новым годом. Желаю вам хорошего здоровья и счастья в жизни, чтобы у вас нового... Так, дальше не могу разобрать. Из Челябинска. Электростальская, дом 47, квартира 102. Если вдруг кто-то знает жителей этих. Дорогая моя бабуля, мамочка и дядя Лёша, поздравляем вас. Это получается, здесь 3 человека жили. Бабушка, мама и дядя Лёша. А дочка, наверное, уехала. Или сынок. Поздравляю вас с Новым годом. Желаем всем здоровья. Остальное приложится. Само собой. Целуем. Деревня Куршаки. Откуда письмо? Воркута, Северная 8А, квартира 4. Далеко. Да, неплохо. Узнали немножко о хозяевах этого дома. Жила здесь, значит, бабушка, мама и дядя Лёша. Втроем. А в последнее время, возможно, и один человек доживал. Так, попробовать заглянуть на чердак. Да, вот что самое примечательное в таких кирпичных домах, редко когда что попадается на чердаке. Да, друзья, и не забывайте, пожалуйста, делиться видео, если вы посмотрели, ведь очень многие, вот как, допустим, дети
этой семьи уехали в Воркуту. Ну, у них ведь, ну, реально нету возможности просто добраться до сюда. Посмотреть вот на свой дом, что от него осталось. А так хотя бы, может быть, через третьи руки и кто-нибудь сможет найти таким вот образом, посмотреть хотя бы, как выглядит сейчас их дом. Так что не забывайте делиться видео. Ну и, как всегда, ставьте пальчики вверх там, подписывайтесь. Все уже вьюном затянул весь дом. Да, к сожалению, вот в таком вот состоянии сейчас эта деревня. Все дома уже абсолютно разрушены. Практически ничего от нее не осталось. Пара фотографий и немножко истории. Ну что ж, друзья, я буду отправляться дальше. Вам всем привет от канала Железный Клад, от Владимира. До новых встреч!